Всем привет! Это канал Цветок Персика и я Наталья. И сегодня вот у нас тут прекрасные цветки магнолии, но мы не будем их выполнять в технике скульптурной живописи. И вообще сегодняшнее видео не про скульптурную живопись. Мастер-классы по созданию цветков, лепестков еще будут. И обещаю, что в скором времени. Но пока в свете последних событий что-то нет настроения снимать мастер-класс. И я сегодня хочу вам просто рассказать еще об одном своем увлечении. Это акварель. Я люблю рисовать как в стиле ботанической акварельной живописи, вернее не рисовать, а писать. Люблю писать горы, люблю писать животных, пейзажи. Сейчас я вам просто покажу часть своих работ. Начну с подборки работ именно по ботанической живописи акварельной. Эти работы я выполняла 3-4 года назад. Сегодня просто посмотрела, работ достаточно много. Некоторые из них очень интересные. Возможно, кто-то вдохновится, и, возможно, когда-нибудь мы с вами напишем мастер-класс по именно акварельной живописи. Вот такой вот цветок магнолии. Кстати, его можно повторить в технике скульптурная живопись. Мы обязательно это сделаем на одном из наших мастер-классов. Вот такая роза, мак. Вообще цветы, видимо, это моя особая любовь, потому что каждый цветок прекрасен, начиная от полевых, заканчивая какими-то сортовыми изысканными цветами. Свои работы я выполняю в основном на целлюлозной бумаге, за исключением небольшого количества именно работ, выполненных в технике ботаническая живопись. Вот, в частности, вот этот тюльпан выполнен на 100% хлопковой бумаге. Но так у меня работ на хлопке совсем немного. Вот эта работа тоже, по-моему, на хлопковой бумаге выполнена. Это роза. Тоже легкая воздушная акварель. Кстати, писать акварельными красками, говорят, это самое сложное. Потому что если в живописи маслом все, что не получилось, можно исправить, в акварели зачастую ошибки исправить совсем невозможно. И приходится работу начинать сначала. И вот именно в работах акварельными красками я научилась, если что-то не нравится, выполнять работы второй и третий раз. И результат всегда виден. Вот такая роза, которая, видимо, настолько объемная и пышная, которая в работу целиком не поместилась. Вот такой цветок. То есть одно время я очень много писала акварельными красками, порой за вечер или за 2 вечера получалось выполнять одну работу, а потом как-то энтузиазм немножко стих. И вот, кстати, может быть, это зависит и от вдохновения, когда работа идет легко и просто на ура. А иной раз берешь лист бумаги, краски, садишься и понимаешь, что ничего ты сделать не можешь. И у художника вдохновение это очень важно. Когда оно теряется, то как-то смысл в работах тоже теряется. И даже когда ты начинаешь делать что-то через силу, через не могу, через не хочу, заставляешь себя, эти работы, ну, как правило, бывают неудачные. Вот такой тюльпан, это вот все акварельные краски. Полевые цветы. Кстати, вот это похоже на наш декоративный подсолнечник, который мы выполняли в технике скульптурной живописи. Вот еще полевые цветы. Роза. На этой работе я пыталась изобразить капельки росы.
Вот еще розы. Видимо, розы это тоже особая любовь. Тоже 6 работ. Я считаю, очень удачно. Вот это тоже мак, по-моему, выполнен на хлопковой бумаге. Вот еще интересная техника. Это черная акварельная бумага. И они не перламутровые, а, ну да, с перламутровым эффектом. Акварельные именно краски. И когда эту работу вот так вот на свету играешь, и не знаю, видно ли это на камеру, то она начинает переливаться. Как-то они называются, эти краски. Не помню уже. Но когда ты смотришь на эти краски в кюветах, они, вот лежит рядок, они все какие-то серенького цвета, цвет не проявленный. И только нанося ее на работу, видно, что это какой-то желтоватый, какой-то розоватый, какой-то зеленоватый цвет. Тоже интересно. Вот уже бутон какого-то цветка. Но это уже целлюлозная бумага обычная. Но я говорю, мне все работы выполнены в основном на целлюлозной бумаге, потому что, и, видимо, я привыкла, когда я стала делать на хлопке, у меня почему-то получается намного хуже. Видимо, это тоже надо хлопковой бумаге как-то приспособиться, прочувствовать ее для того, чтобы делать работу. Вот тоже интересная композиция с полевыми цветами. Кстати, вот в такой технике веточки различные листочки как фон очень хорошо именно в технике скульптурная живопись применяют. То есть вот такие маленькие соцветия, которые создают, во-первых, дополнительный объем, во-вторых, дополнительную фактуру, и в-третьих, создают цветовое пятно. То есть вот эти соцветия белого цвета, соцветия красного, желтого цвета, они очень хорошо вписываются в композицию из объемных цветов, выполненных в технике скульптурная живопись. Вот еще одна работа, которая на черной акварельной бумаге, то есть это именно акварельная бумага, специальная. И вот такие вот краски, которые дают такой эффект. Но интересно, у меня таких работ совсем немного. Тоже, видимо, каждую технику, каждый вид надо прочувствовать и много-много раз тренироваться, чтобы что-то получилось. Вот мак, кстати, тоже в скульптурной живописи мак смотрится всегда очень эффектно и интересно. Мы один из мастер-классов посвятим обязательно макам. Ну, это вот такая дождливая погода, видимо, было у меня такое настроение. В результате родилась такая вот работа. Но тут все напротив. Ярко, солнечно. Опять-таки наш подсолнечник. Нарциссы. Вот нарциссы тоже в технике скульптурная живопись очень эффектно и интересно смотрится. И вот опять мы видим на композиции вот такие небольшие соцветия, которые точно так же, если вот формировать, например, такую композицию в технике скульптурной живописи, вот эти все небольшие соцветия, детали, они очень выигрышно смотрятся в композиции, они делают ее более интересной и законченной. Вот такие маки. То есть сегодня перебирала работу и сама удивилась, насколько их много. Ирис. Ирисы мы с вами создавали в технике скульптурной живописи. Наверное, похоже. Еще роза. Вот эта работа, кажется, тоже выполнена на хлопковой бумаге. И вот пошла серия работ, которую я выполняла, ну, как со зверятами. Это вот году свиньи, такая милая, мультяшная хрюшка получилась, у которой вот даже каждая щетиночка видна. А вот этот попугай выполнен цветными карандашами. Тоже моя первая работа цветными карандашами. Мне она очень нравится. Долго ее делала, потому что, ну, тоже свои особенности выполнять работы цветными карандашами. Вот такой удачный попугайчик. Это снова акварель.
такой зайка с невероятными глазками. Птички. Вот, кстати, птички тоже очень хорошо смотрятся, когда их выполнишь в технике скульптурная живопись. Возможно, в последующем мы это выполним. И тут вот интересный переход от зеленого в голубой, темно-синие цвета. То есть вот эти вот цветовые нюансы, они очень важны как непосредственно в живописи, так и в скульптурной живописи. Все это надо учитывать. Вот у нас лошадка. Работы с лошадьми у меня их несколько. Вот такая панда. То есть я говорю, у меня вот все работы акварельными красками можно подразделить на 3 вида. Это животные, цветы и пейзажи, горные пейзажи. Мы сейчас до них еще дойдем, потому что горные пейзажи и пейзажи я в основном выполняю на бумаге формата А3, а вот эти все работы идут формата А4, немного поменьше. Попугайчик. Ну, то есть каждая работа это был новый эксперимент, постоянно пробую. Да, и я нигде не училась, если только в детстве несколько лет я ходила в художественную школу, и, что называется, по прошествии многих десятков лет потянула снова рисовать, писать, пробовать себя в различных техниках. Но по сути где-то я вижу что-то на мастер-классах, где-то какие-то мастер-классы приобретаю, где-то просто срисовываю какие-то работы. Ну вот пробую, экспериментирую, но по большому счету до всех нюансов, мелочей доходила сама, конечно. Ну и работу, естественно, выполняю для себя. Вот такие зайки. И похожие очень котики. Тоже в свете солнечного дня, как будто они светятся. Вот тоже, если вот посмотреть на эту работу, котики, они белые. И несмотря на то, что все тени в их фигурах проложены такой довольно насыщенной зеленой краской, когда смотришь со стороны, у тебя сразу первое впечатление, что котики белые. И вот это очень важно, показывать игру света и тени для того, чтобы создавать дополнительный объем. То есть не только объем, который дает нам штукатурка, но и тот объем, который мы придаем светом и тенью. Вот еще лошадка. Такая работает, я у кого-то срисовывала. Потом здесь вот часть работ, которые абсолютно в разных техниках. Но это все акварельные работы, но они на разные тематики. Вот такая волна. То есть вот в этой работе использованы помимо акварельных красок гуашевые краски. То есть, хотя профессиональные художники говорят, что гуашь это фу, не используется в акварели, но тем не менее вот при работе по мокрому, мокрая акварель, вот такие вот цветовые пятна из гуаши, они вот создают вот эффект брызг, пены, и волна получается у нас такая, как настоящая. А это вот одно время я увлекалась тоже этих работ. Несколько. Это мандалы. Я их рисовала не маркером, а вот очень тоненькой ручечкой. Наверное, гелевые это были ручки. И это не готовый рисунок. Этот рисунок я создавала с нуля. То есть вот как линия за линией, веточка за веточкой, вот как мысль меня вела, так вот она и создавалась. Эта работа совершенно интуитивно. И никакого плана предварительно по созданию не было. То есть вот как было состояние на текущий момент, и как вела тебя, вело тебе вдохновение, видимо, так вот оно и получалось. Несколько работ в такой технике. Это снова акварель, грибочки. Вот он тоже мандала. Золотой краской сверху покрыла. Тоже выполнена гелевой ручкой. И тоже это не
не по готовому формату, шаблону, а это вот то, что, как говорится, нарисовано на чистом листе. Тоже, кстати, интересный опыт формирования таких работ. Это вот уже что-то более сказочное, пейзаж, но который такой вымышленный город. Тоже вот пейзажная работа. Это все акварель. Еще вот один пейзаж. А это я делала на каком-то марафоне, мастер-класс с художником. То есть вот веточка винограда. Тоже очень как натуральный баклажан. Вот эта работа веночек тоже на каком-то марафоне. Одно время очень много было марафонов, на которых за какое-то определенное время необходимо было выполнить определенное количество работ. Хлопок тоже с марафона. В принципе, вот эти вот все разномастные работы, это то, что я выполняла на различных марафонах с использованием различных мастер-классов. И, видимо, когда вот попробовала себя в различных направлениях, я вот осталась с тем, что мне нравится рисовать цветы. В принципе, мне нравится их формировать и в технике скульптурная живопись. Также я их рисую и маслом. Вот. Мне нравится горные пейзажи писать. Просто пейзажи. Ну и иногда по желанию животных. Но это вот более такие мультяшные животные. Тоже откуда-то срисовала. Все вот эти вот работы в разных направлениях, они все выполнены в каких-то, видимо, мастер-классах. Пейзаж, городской пейзаж акварелью. А вот эти попугаи тоже выполнены цветными карандашами. Тоже нравятся они мне очень. Вот эта работа тоже по какому-то мастер-классу. По-моему, она даже на хлопке выполнена. Да, вот стоит отметка, что хлопковая бумага. Ну, я говорю, я пробовала на хлопке разных производителей. И каждая бумага, она друг от друга отличается. И, по сути, каждой бумаге надо приноровиться. Если вот когда я выполнила первую работу на хлопке, у меня даже было какое-то некое разочарование. И, ну, по большому счету, каждый материал надо прочувствовать, каждый материал надо осознать. Вот про это я всегда говорю, и когда мы выполняем работы в технике скульптурной живописи. Ну, и это касается, наверное, всех видов творчества. Вот такая тоже сказочная работа. Это тоже направление такое в живописи, когда создают такие сказочные домики, города мультяшные. Это тоже откуда-то срисованная работа. Вот эта работа выполнена по фотографии где-то в Европе. Это тоже по фотографии работу я делала. Тоже какая-то европейская деревушка. А вот эта работа выполнена акварельными красками, но не обычными акварельными красками, а пастельными. То есть года 2 назад фабрика Невская палитра выпустила линейку пастельных акварельных красок. И вот я использовала эти краски. То есть они не совсем обычные, они разбеленные, а по большому счету в акварели не используют какие-то различные белила. И она получается непрозрачная, но для выполнения каких-то декоративных работ именно пастельная акварельная краска очень интересна. Вот у меня есть даже несколько портретов. Там все узнали, Анджелина Джоли. Это тоже откуда-то срисованы. Вот такие кувшины. Тоже вот пером выполнено и тушью. Спасибо. Вот всем вам спасибо за то, что остаетесь на канале, смотрите мои видео. Еще раз повторюсь, мастер-классы по скульптурной живописи все непременно скоро будут. Но сегодня у нас просто такое видео немножко необычное. Вот тоже несколько работ, они просто побольше. Акварель, цветы, ботаника.
Вот такой цветок, наверное, это клубника. Наверное, вот муравейчик сидит на лепесточках. Вот, кстати, тоже интересно выполнить бабочек, муравьев, шмеля, осу в технике скульптурная живопись. Но это когда вот создаешь композицию, чтобы опять-таки расставить какие-то акценты. Вот такой пейзаж. Это, кстати, да, один из ранних. Вот, стоит дата 1 января 2019 года. Такая акварель. Ну и вот пошел большой формат. Это пейзажи, это горы. Часть работ выполнена по фотографиям. Часть работ, ну где-то вот идеи мы все черпаем в Pinterest. Мне тоже нравится такая настоящая акварельная, яркая, в то же время пастельная работа. Вот такая морская тематика. Тоже очень эффектно. И вот, несмотря на то, что вот эти все работы, они уже однозначно выполнены на целлюлозной бумаге, тоже возможно добиться вот этого вот такой равномерной заливки, когда краска растекается как надо. То есть главное приспособиться. Вот такая работа. Это вот дверь, окно. Видимо, когда нам были закрыты все двери 18 июня 2020 года, очень хотелось куда-то попасть к морю, родилась такая работа. Когда ты просишься, чтобы тебе открыли двери. Это вот уже горные пейзажи пошли. Тоже не знаю, почему тянет. Камни, горы. Интересно. Наверное, это что-то означает, но я не знаю, что. Вот тоже такая часть у меня работ, когда горы нарисованы очень интересным переходом цветовыми пятнами. Но вот когда-то мне хотелось именно так рисовать. Вот рассвет или закат тоже ярко, солнечно, огненно. Опять пальмы зовут, море зовет. Когда мы еще на это море попадем, непонятно. Хотя тоже очень хочется. Такой пейзаж. Опять горы, море, океан. Вот это тоже работа выполнена по фотографиям. По фотографии, вернее. Поэтому вот, не останавливайтесь на каком-то одном виде творчества. Пробуйте себя в различных техниках и направлениях. Ну, потому что акварель, она вот реально затягивает. И писать ей очень интересно. И по большому счету, если в ботанической живописи есть какие-то каноны, какие-то ограничения, то когда ты пишешь вот такие пейзажи, то ты просто отдыхаешь душой, потому что вот как краска потекла, так и хорошо. Облака появились, озеро. Ну вот страсти к вам. Давайте сторонку немножко ложись, вот так ложись. Ну, ты молодец, хороший. Ну вот еще море, горы. Сейчас работы осталось немножко, быстренько вам все покажу. Может быть, вы вдохновитесь и тоже захотите создать что-то свое в технике именно акварельной живописи, пейзажной живописи. Это вот, по-моему, по какому-то мастер-классу создано. Это я уж сама. Тоже вот, если вы обратили внимание, не надо совершенно бояться цвета. И акварель, она не любит затертых работ. То есть бывает так, что когда вот одним цветом начинает это место затирать, акварель, она должна спокойно растекаться. Ну, вот как здесь, да. Вот такая хорошая заливка. Не бояться цвета. Пробовать, экспериментировать, потому что всегда помните, это наша работа, мы делаем это для себя, и поэтому как мы сделаем, так и будет
хорошо, потому что, по сути, каждая наша работа отражает то или иное состояние в текущий момент. Видимо, как-то мы пытаемся выразить себя. Вы уже поняли, да, что горы, море меня тянут. Момент, цветочки, бабочки, цветочки, это все наше. А это вот есть один японский художник, он выполняет вот такие стилизованные работы, в которых присутствуют вот такие необычные деревья, горы и обязательно человечек-самурай. Вот я одну из его работ пыталась воспроизвести. Ну, конечно, мне далеко до мастера, но как получилось, так и хорошо. Тоже вот такой пейзаж. Вот такой вот они, видите, цветные горы, когда мы не боимся цвета. То есть цвет дает нам возможность выделить каждый из камней отдельно. И вместе это смотрится довольно интересно. Но тут работа, я считаю, какая-то очень темная, но все равно хорошо. И вот тут тоже, видимо, такое состояние было, когда... Вот, кстати, вот по этой работе, вот то, что я говорила, затертая. Вот они, краска не прозрачная, а какая-то вот ощущение даже грязи, какой-то затертости. Вот у меня вот в этой работе это видно. Так, это что у нас? Тоже горы. И вот работа вот в горизонтальной раскладке. Тоже это вот год назад я такую работу написала. Опять горы, озеро какое-то горное, снег. Вот такие, видите, видно вода маленькие, а вот видите, горы, рассвет, цветы, маки. Маки, тюльпаны. Когда-то мы ездили в горы, набирали охапками тюльпаны, маки. Вся квартира была заставлена цветами. Такой горный пейзаж. Вот тоже мне нравится очень эта работа. Именно вот часть, где представлен этот камень. Очень детально прорисовано все. Опять цветные горы. Горы это наше все. Такая работа. Тоже. А вот тут, если вы заметили, словно лицо проглядывает. Вот. Рот, нос, глаз. И вот, кстати, тоже такой интересный эффект. В одно время я писала горные картины, и практически с каждой работы проглядывало какое-то лицо. Я пытаюсь как-то исправить, убрать этот момент. Вот тоже красивая работа. Но ничего не получается. И вот это лицо, морда, лезет словно из работы. Тоже вот не знаю, как это объяснить. Когда какой-то образ на тебя из работы выскакивает, что-то хочет сказать, или как это, почему это, тоже непонятно. А потом как-то это прекратилось. Это было вот один период времени. Эта работа одна из последних моих, тоже совсем недавно, может месяц назад я ее написала. И вот это тоже недавно, да, 31 декабря 2021 года. Тоже такая довольно-таки суровая по цветовому исполнению работа. Вот. То есть акварельные краски, они позволяют почувствовать цвет, потому что, я говорю, тут невозможно, когда намешаешь больше 3 цветов, получается грязь. И вот этот баланс цветовой надо постоянно
пытаться поймать, почувствовать. Вот тоже вот эта работа, вот по мне так она тоже по серии, что неудачно краски легли. Такая работа. И вот это вот тоже одна из последних. И вот это совсем последняя работа, буквально несколько дней назад я ее выполнила. Ну вот, показала вам еще один из своих видов увлечения, творчества. Если будет интересно, возможно, когда-нибудь мы напишем мастер-класс по созданию какого-нибудь горного пейзажа акварельными красками. То есть я говорю, тут много не надо, чем удобно заниматься акварелью, если, например, для создания работы в технике скульптурной живописи должна разложить баночки, мастихины, палитры, что-то там еще. Ну, то есть провести какую-то подготовительную работу, то для того, чтобы писать акварельными красками, я беру кисточку, коробку с красками, лист бумаги, наливаю в баночку водички и все. И поехали писать. То есть закончили тем же разворотом. Водичку убрали, кисточку в баночку поставили, коробку красок закрыли, убрали, все. То есть рабочее место чистое. И порой, когда вот ты находишься на работе, вечером приходишь уставший, и вот акварель спасает тем, что не надо много времени тратить на подготовку и уборку рабочего места. То есть ты позанимался, за 5 минут все сложил, убрал и готово. Ну вот на этом, наверное, все. Я заканчиваю это видео. Надеюсь, вам было интересно, вам понравились мои работы. Но следующее видео будет посвящено непременно мастер-классу техники скульптурная живопись. Мне тут поступили заявки на маки и заявки на пион. То есть я подумаю, что будет в первую очередь, что будет во вторую очередь. Но обещаю, что будет мастер-класс и по одному, и по другому цветку. Но не все сразу. Желаю вам мира, хорошего настроения, чтобы все было нормально. Спасибо, что остаетесь на канале. Подписывайтесь. Пока-пока.